Всем привет, с вами Венера и Юра, и сегодня мы прилетели в Черногорию. После нашей уютной семейной свадьбы мы решили устроить мини-путешествие на 4 дня. Несмотря на то, что все предупреждали нас не приезжать сюда в ноябре, мы все равно прилетели и решили провести это путешествие вместе с чатом GPT. Он помог нам выбрать 3 разных отеля, маршруты, еду и самые интересные места. Что из этого вышло, сейчас узнаете. Погнали! Сели в самолет? Как ощущения, как настроение? Сели в самолет, наконец-то выдохнули. Мы же знаем, что через пару часов мы будем в Монтенегро. Отправляемся. 16 ноября мы прилетели в аэропорт город Тиват. Мы заказали билеты через компанию Эль Аль, они нам обошлись в $200 на человека. И первое, что мы будем делать, это брать машину в аренду для того, чтобы осуществить наши планы путешествия. Синяя? Да. Класс. Вау. Да, но это свежий модель. Спасибо. Дай я тебе. Спасибо. Ребята, это наша машина. Можно тебя снять? Смотрите, Да. какая яркая. Синяя. Мы арендовали машину у Филиппа. У него своя местная компания по прокату. Он подъехал прямо в аэропорт вместе с напарником, и они оба отлично говорят по-русски. Так что все прошло очень быстро и понятно. Машина уже была с полной страховкой, без депозита и без кредитных карт. Мы просто заплатили наличными, подписали договор, и машина была у нас. Никаких проверок, фотографирования каждой царапины и стопок бумаг, как это обычно бывает в крупных прокатах. Оставлю вам его контакты в описании. Если полиция останавливает, просто даете папку, свои права, ничего особенного. Просто даем эти документы, то, что есть. Да, Вот, все вместе. Значит, машинка максимально укомплектована зимней резиной, полной страховкой. Так что можно спокойно ехать и наслаждаться. И ни за что не волноваться, да. Будем наслаждаться видами, будем наслаждаться пейзажами, ну и делиться с вами, конечно, локациями, эмоциями и позитивом. Поехали? Поехали. Мы только выехали с аэропорта, и уже тут просто красота вокруг нас. Я думаю, это только начало. Самые впечатляющие виды еще у нас впереди. Да. Мы пока немножко адаптируемся, еще волнуемся, уставшие, не выспавшиеся, голодные. Ребята, мы сейчас приехали в город Котор. Котор – это один из самых красивых городов страны. Главный вход в город называется Seagate. И это первое, что мы будем делать сегодня. Мы сейчас припарковались, Юра вот сейчас переодевается, и мы будем направляться с вами на прогулку в старом городе. Посмотрим, что тут есть и где мы можем вкусно позавтракать, потому что мы не спали всю ночь, мы ничего не ели, мы очень голодные, и я лично очень хочу Мы вообще сейчас кофе. в обморок просто упадем, у меня аж ножки так трусятся, знаешь. Да, мы еще не отошли от свадьбы, а тут уже как бы эмоции, такая красота нас встречает. Это просто что-то нереальное, это что-то с чем-то, как я обычно говорю. Ребят, очень важно понимать то, что весь наш маршрут, все это наше путешествие построил нам чат GPT. Мы решили сделать такой эксперимент и вообще понять, стоит ему доверять или нет. Поэтому вот сейчас прям, так как мы очень хотим кушать, я захожу в чат GPT, и я у него спрошу, где нам стоит покушать. Чат. Мы с Юрой прилетели в Черногорию. Мы сейчас находимся возле главного входа в старый город Котор. Мы очень голодные, мы не завтракали. Хотели бы хорошее местное место, где можно вкусно покушать и не очень дорого. Можешь нам посоветовать какой-нибудь хороший ресторан? Какие у нас там варианты он предлагает? Так, тут есть у нас разные варианты, но так как мы хотим погулять именно по старому городу, из всего, что тут есть, мне понравился 3-й вариант, называется Коноба, Скала Санта. Это семейная коноба, я даже не знаю, что такое коноба, прямо в старом городе традиционная черногорская кухня, морепродукты, мясо и паста. Я бы с удовольствием поела морепродукты, ты бы с удовольствием поел бы мясо. Так что... Мясо, ребята, я так хочу мясо, у меня вообще нету энергии, нету сил. Да, но нам надо попробовать именно местную, традиционную кухню. Да, мясо мы можем в Израиле поесть стейк, Куда нам правильно? идти, показывай. Нам сюда.
Заходим в старый город Котор через главные ворота Си-Гейт, построенные еще в 1555 году. Это главный вход в город, и отсюда все обычно начинают прогулку. Сразу попадаешь на площадь Армс-сквер. Тут кафе, улочки, музыка, атмосфера, просто магия. Обязательно загляните к собору Святого Трифона и просто гуляйте. Здесь каждый поворот как открытка. Очень уютно, красиво и все в 2 шагах. Свежесть вот такая же, как была в Швейцарии. А еще говорят, что не советуют в ноябре, приезжать, потому что это считается не туристический сезон, но я думаю, что наоборот, это прекрасно. Ну, мы любим обычно приезжать, вообще путешествовать туда и в то время, когда нам это вообще не советуют. Но несмотря на это, когда мы приезжаем, отдыхаем, но все складывается хорошо и мы круто проводим время. Правильно? Но и есть исключения, и не происходят часто. Я думаю, вы видели наши влоги, если нет, посмотрите про Швейцарию, про Грузию, где у нас все шло не по плану. Мы решили закрепиться кофейком. Вот такой вот американо в таком вот антуражном месте. Очень уютно, чуть-чуть энергии нам. Ребята, я увидел елку с оленями. Между прочим, Новый год уже скоро. Осталось всего лишь месяц. Я думаю, что как раз вы будете смотреть этот выпуск как раз уже ближе к Новому году, потому что мы все делаем сами, монтируем сами, снимаем, импровизируем, просто пытаемся передать вам свои эмоции, свои чувства, то, что мы видим и чем наслаждаемся. Вот здесь, например, елка. Посмотрите, как она прикольно выглядит. Конечно, не хватает здесь снега, но этого вполне достаточно. В этой красоте вот живут люди, просто живут своей обычной жизнью. Вот у них здесь висит белье. Посмотрите. И можете представить, что каждый день они дышат этим воздухом, смотрят на эту красоту. Ситуация следующая, ребята. Мы пришли к ресторану. Вот он находится здесь. Коноба. Но он пока закрыт. Сегодня просто воскресенье. Воскресенье, он да. откроется через час. Но мы очень хотим кушать. Пока часик погуляем. Давай что перекусим, какую-то булку или что-нибудь такое, потому что я не могу. Мне Здесь все хочется закрыто. жрать. А там я видел, что какие-то булочки продаются. Так. Ребята, мы решили немножко перекусить пиццей, потому что, к сожалению, то место, что ChatGPT нам посоветовал, открывается только в 12. А сейчас 10:30, и мы очень голодные. Поэтому решили закрепиться вот такой вот пиццей, чаем. Я замерз. Мы закрепились пиццей и решили не ждать открытия ресторана. Мы очень устали, поэтому решили еще чуть-чуть погулять в старом городе, купить сувениров и поехать в наш отель. Как тебе была дорога по этим узким дорожкам? Мне кажется, что это самая красивая дорога, которую я когда-либо видел в жизни. Без преувеличения, серьезно. Я этот отель ждала, наверное, полгода с момента, как мы его забронировали. Во-первых, у нас свадебное путешествие. Это самое важное. Во-вторых, завтра у меня день рождения. И 8 лет, как мы с Юрой вместе. Так что у нас тут тройное событие. И мы выбрали самый лучший отель в Которе для того, чтобы это отметить. С момента, как мы вошли в Hyatt Regency, нас встретили с улыбкой и бокалом вина. Ресепшн оформлен очень красиво и современно. Сразу чувствуешь уют и стиль. Сам отель находится прямо на берегу Которского залива. Нам достался потрясающий номер с видом на бухту и горы. Просто сказка. Здесь есть свой пляж, несколько бассейнов, спа, бар, ресторан, тренажерный зал и удобная парковка. Если вы ищете комфорт и спокойный отдых, это один из лучших вариантов в Которе. Юрчик, тебе нравится? Я еще не осмыслил. Мне нравится настолько, что я не успеваю перерабатывать увиденное и вообще информацию в своей голове, то, что видят мои глаза. Но это несовместимо вообще с реалиями и того, что я видел раньше, и того, что я могу воспринимать.
И вообще, знаете, каждый раз так одно и то же. Я ему показываю фотографию какого-то красивого места, куда я хочу полететь. Он такой, ну да, красиво, все, 0 эмоций. Потом я бронирую билеты, бронирую гостиницу, мы приезжаем, и такой... Я вам скажу, ребята, что пока я сюда ехал, вот эту дорогу, мы уже перед этим говорили, Да. что вот этот кусочек, это только, наверное, ну, 3% из всего, что мы проехали буквально там за несколько километров, то, что мы увидели. Кроме того, что нам надо снимать, как бы, и показывать вам эту Хочется красоту. еще насладиться. Да. Потому что все-таки у нас праздник. Да? У нас праздник, мы уже, конечно, люди, знаете, в возрасте уже. Какой возраст? И мы давно вместе, но только недавно мы зарегистрировали и, скажем так, закрепили семейным мероприятием наш союз официально. Так что, может быть, до завтра уже? Давайте до завтра, ребят, мы Да. отоспимся и увидимся завтра. Пока. Второй день нашего путешествия. Мы так хорошо выспались, будто спали на облачке. Кровать просто волшебная. Вчера вечером, после того, как попрощались с вами, по совету чата GPT мы сходили поужинать в ресторан недалеко от отеля. Я заказала креветки, а Юра бургер. В принципе, ничего особенного. Мы заплатили за этот ужин 67 евро и вернулись сразу в отель. Дождливое утро моего дня рождения. У нас есть четкий план – никуда не спешить и по максимуму наслаждаться этим красивым местом. Мы начали утро с тренировки. Пока я пошла в тренажерный зал отеля, Юра вышел на пробежку вдоль Которского залива. На улице моросил легкий осенний дождь, и грех было нашему ледяному мужчине не окунуться в холодную воду. Сейчас покажу, чем кормят в пятизвездочных гостиницах от Черногория. Давайте вместе сделаем обзор. Начнем сначала салат. Здесь у нас хлебушек, есть фрукты. Много видов салатов, овощей, нарезок. Здесь у нас бананчики, грейпфрут, апельсин, сыров. 1, 2, 3, 4, 8 видов сыров. Есть рыбка, бекон, орешки, снеки. Идем дальше. Тут у нас свежие соки. Снова хлебушек, есть нарезанный, есть целый, есть хлеб для тостов. Я заказал омлет. Я сейчас делаю омлетик с беконом, с сыром и грибочками. Тут есть сладкое. Ребята, много видов сладких, орешков. Есть также выпечка с разными добавками. Завтрак был вкусный, но у нас по плану пойти искупаться в бассейне, забронировать массаж на вечер, а потом мы поедем гулять по совету чата GPT. ChatGPT отправил нас сегодня в город Доброта, или Доброта, я так и не поняла. И по дороге мы увидели этот шикарный и огромный лайнер. Позже мы к нему вернемся и покажем вам его поближе. Это маленький тихий городок вдоль залива, идеальное место для прогулок у воды. Когда-то здесь жили морские капитаны, и до сих пор можно увидеть их старые дома и виллы. Мы чуть прогуляемся и найдем местный ресторан пообедать. Нам ChatGPT посоветовал именно это место, потому что здесь есть именно местная черногорская кухня. Мы хотим попробовать что-то интересное, чтобы нам ChatGPT это предложил. Но здесь, по крайней мере, я сейчас впечатлен интерьером. Здесь очень уютно, дорого, ну и приятно находиться. Ну и плюс тоже хочу добавить, что обслуживание очень приятный официант нас встретил. Те рестораны, которые нам понравятся, мы все оставим в описании под видео. Если вы будете тоже путешествовать в Черногории, сможете сюда заехать. Итак, мы заказали говяжий супчик. Стоит 3,80 евро. Салат тоже в пределах 3. Нам сейчас принесли основные блюда, значит, я заказал свининку на гриле. Слушайте, ребят, выглядит потрясающе, просто очень аппетитно и прям пахнет дымком. Просто во многих местах пишут на гриле, но по факту готовят на планче, как-то жарят, либо в духовке. Но здесь именно аромат огня, выглядит очень сочно и стоило недорого. В пределах 9,90, что-то в этом роде. Тренерка заказала себе грибочки с картошкой и овощи на гриле. Куриное филе с грибным соусом. Я понял. И картошка, она идет включена уже туда, и отдельно овощи на гриле. Вот такие вот Тебе красивые. нравится, да? Да, очень вкусно.
Вот этот вот ресторанчик, где мы кушали, вот здесь вот вход, по главной дороге едете. Еще есть вход с побережья. После обеда мы поехали в Пераст. На улице моросил легкий дождик, туман слегка висел над водой. Улицы были почти пустые, и именно это создавало волшебную атмосферу. Пераст маленький и старинный, с одной стороны каменные домики, а с другой море. Недалеко от берега виден остров Our Lady of the Rocks, единственный искусственный остров в Адриатике. Его создавали сами моряки, бросая камни после плаваний. А сейчас там стоит маленькая церковь. Я представляю, как здесь шумно летом, а сейчас тихо, свежо и немного дождливо. И именно такая погода стала для меня идеальным подарком на день рождения. Вау, ребята, вчера мы здесь парковались, вот тут вот, возле входа Seagate, а сегодня тут стоит огромный корабль, просто... Посмотрите на моего счастливого мужа. Я никогда не видел корабля такого большого. Он огромный. Видите, Юра, какой маленький по сравнению с этим огромным кораблем. Ты довольный такой? Я просто... У меня не знаю, эмоции, сволочь. Посмотри, там чувак, короче, стоит. Вон там какой он маленький. Венера, короче, сказала ей не мешать и тупо сама собирает вещи. Я пока пошел пописал, она уже упаковала мой чемодан, хотя мои вещи были разбросаны просто по всему номеру. Венерочка. Да. Я очень сильно люблю. Спасибо этому отелю за прекрасный сервис, но мы будем продвигаться дальше. Ребята, у нас сегодня третий день нашего путешествия. Мы сейчас направляемся на ферму Устриц. Я еще месяц назад договорилась с владельцем этого места приехать, посмотреть, как ловят устрицы, всякие морские ежи. Мы попробуем. Я лично никогда в жизни не ела устрицы, поэтому для меня это новый опыт. Я тоже не ел, и я очень хочу попробовать морского ежа. Для меня это просто must-have. И я много роликов видел, где... Вот видите, насколько здесь узко, просто машины еле-еле разминаются, а есть места, где отбойников совсем нету. Хочу попробовать морского ежа. Много видел видео, как ребята пробуют, восхищаются, но даже не представляю, какой у них вкус. Поэтому очень интересно, и направляемся туда, будем пробовать. 200 метров. Я так волнуюсь. У нас перестала работать машина. Мы сейчас хотели подъехать ближе и... заработала. Слава богу. Короче, должен был быть контент. Она завелась. Да, я слышал. Я как только включил камеру, короче, она сразу завелась. Ребят, все нормально. Ложная тревога. Хочу просто подъехать немножко вперед, потому что мы торчали на дороге. Припарковали машину. Вау. Как бы не грохнуться здесь. Иди первый. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте знакомиться. Расскажите, что за место, куда мы приехали. Это ферма Милоша. Она находится на Дражный луг между Перестом и Коттером. Вы здесь и ловите, и продаете, и готовите. Мидии. Вот можете подойти посмотреть. Угу. На буйках будете идет канаты, а на них подвязаны сетки с мидиями. Все процессы ходят перед вами, перед гостями. Кроме сегодня. Сегодня мы не работаем, да. С процессами. Да. Жаль. А так все при вас, собственно, да. Если в хорошую погоду, можно увидеть, как достают мидии, как их чистят. Вот там находится опрёмный центр для чистки мидии. Угу. Вот. Ну, гости у нас также сидят вот направо, если пройти, там под зонтиками есть столы, и, собственно, все при них, все процессы приходят при них. Ой, какой красавчик. Живой морской еж. Но это ненадолго. Потому что... А он не укусит меня?
Вот он. И рот, и попа. Офигеть. Зубки не видно. Да, не повезло ему в этом, конечно. Такой системой Это и рот, и пищеварения. попа, да. Я бы не хотел в следующей жизни стать морским ежом. Верхняя часть вскрывается, и внутри 5 полосочек икры расположены по стеночкам. Считается очень, такой деликатес, редкий достаточно, по вкусу интересный, не похожий ни на что. И ежи, чистейший морской продукт, на них не бывает никаких негативных реакций. То есть аллергических или там что-то такое не бывает. Класс. Чистейшие. Он шевелится, ты Да, он представляешь? шевелится, их едят только живыми, мертвыми их не едят. Офигеть. И они функционируют очень долго, даже после того, как его вскрыли, съели, у него иголочки еще очень долго шевелятся. Иногда гости из-за этого их даже отказываются есть, потому что они говорят, что не могут есть живое. Смотрите, прозрачная лодка. Блин, ребята, посмотрите, какие свежие устрицы. Да ладно. Покажи кадр, пожалуйста. Они огурцами пахнут. Класс. А сколько времени вот примерно растет Больше такая 5 лет. Чтобы так вырасти, 5 лет нужно, да? А средний возраст вот Если их не едят, то 2 года где-то так, от 2 лет. И мидии вон. А максимум сколько они живут? Ой, я не знаю, устрицы разные виды, разные сорта по-разному у них. А там вот устрицы, которые, вот я как раз говорила, поменьше, которым около 2-3 лет. Вот, визуально даже видите, может быть, насколько они меньше. Это ты, да, я так вчера показала? По вкусу разные, по форме разные. В Привет. данном случае у нас вот эти вот Виктория. устрицы, это местные, Ой. они Такая красивая, милашка так сказать, такая. нежнее, тоньше такая Да, по консистенция, устрицам. и они более соленые. То есть у них нет ярко выраженного вкуса. Коты кушают устрицы? Коты кушают устрицы? Мы не даем А устрицы. Слишком дорого для них, ну, конечно, думаю, не съедят. А кошки едят устрицы? Я только что спросила. Не, ну кошки мидии едят, без проблем. Креветки любят, да, рыбу. Собственно, все, что здесь мы подаем, все, что готовим. А ты классная собака. Пока я сидела и ждала нашей долгожданной дегустации, Юра пошел на кухню смотреть, как они это все нам готовят. Устрицы едят только свежими, поэтому их всегда открывают прямо перед подачей. Сначала раковину очищают, потом специальным ножом аккуратно раскрывают и проверяют, чтобы все внутри было чисто. Какая у вас здесь самая суровая температура? Вот снег бывает вообще? Ну, снег у нас был года 4 назад. Мы еще заказали креветки на гриле и мидии, но больше всего мы ждем морского ежа. Его тоже едят только свежим, и вообще он живой, поэтому очень интересно попробовать, какой он на вкус. Вот видите? Так, и что у нас? А что вот это вот черненькое? Вот, Это такое? пленочка, которая закрывает икру. Ну, это тоже внутренний орган, у них как таковых нет. Но мы ее не А кушаем, это правильно? нет. Скажите еще момент, а в какой последовательности, вот, ну, если устрицу кушать, то есть лимон, можете объяснить? Устрица, лимон. А, нет, глоток просека, устрица, лимон. Итак, по инструкции сначала глоточек. Вау, какой шикарный кадр. Выглядит это не очень аппетитно со стороны, честно тебе скажу. Это очень вкусно. Очень. Вкусно? Да, ребята, это так вкусно. Что напоминает по вкусу? Икру щуки. Да ладно. Да, щучью икру.
Божественно, божественно. Да, ребята, я осталась под впечатлением. Это было очень вкусно. А вот у Юры немножко смешанные чувства. Мы выставляли об этом видео-шортс, можете посмотреть у нас на канале. А мы будем продвигаться дальше, потому что нас ждет очень интересный день. Мы продолжаем наш путь в деревню Негоши, попробовать настоящее паршуту и сыр местного производства. Дорога туда идет по знаменитому серпантину из Котора в горы. И честно вам сказать, я реально испугалась. На улице ливень, ветер, туман. Все выглядело просто как в фильме. Когда мы заехали в Негоши, увидели вывеску на русском языке и решили остановиться. Мы попали на маленькую домашнюю ферму, где делают прошутто, сыры и вино. Нас встретил Петр, очень теплый и гостеприимный человек. К сожалению, наш микрофон промок под дождем и почти ничего не слышно, поэтому расскажу вам так. Петр показал нам свою коптильню, рассказал, что всех животных он выращивает сам, и все здесь это его собственное производство. Вау, ребята, смотрите, это все. Включи, пожалуйста. Я включил. Смотри, видишь, здесь коптильная. Угу. Это коптильня, ребят, тут все это дело коптят. И все, и вот так сюда оно все выходит. Обалдеть. Ух, посмотрите, смотрите, это уже, это готово. This is finish. Так, смотрите, тут целый, короче, кусок. Выглядит жутко. Офигеть, посмотрите, ребята. Здесь такой запах. Такой вкусный запах. И я просто в шоке. Петр накрыл нам стол и подготовил тарелку для дегустации. Прошутто, местные колбаски и сыры. Он угостил домашним медом, джемом, а еще налил домашнее вино и самогон. Все это обошлось нам всего лишь 10 евро. Мы купили у него много всяких вкусняшек в подарок. И я вам хочу сказать, что это место стоило каждого километра. Честно, нам у него так понравилось, больше, чем в любом другом ресторане. Мы вам очень советуем сюда приехать. Я оставлю данные в описании. Да, мы попали под дождь. Вообще ничего не видно, непонятно, куда нам ехать. Мы еще собирались шашлык там жарить еще. Злимся, почему нам не пожарить шашлык. Наше второе место проживания находилось прямо в горах в лесу. Темнело рано, начался сильный ливень, и дорога стала по-настоящему сложной. Туман, скользкие повороты, вообще нулевая видимость. Честно, было страшно. Мы понимали, что едем очень высоко, и любая ошибка на серпантине могла бы закончиться плохо. Мы по пути остановились в супермаркете, купить немного еды и напитков на вечер, и продолжили путь к самому волшебному месту, который нашел нам чат в букинге. Странное местечко я забронировала в букинге. Такое, конечно, въезд уже сомнительный. А парковка может быть там на улице? Да. А здесь пешком? Я не думаю. А вон машины стоят. Ребята, у нас вот такой вот домик. Сейчас темно. Мы, конечно, чуть-чуть задержались с нашими дорогами. Дождик сильный. Ой. Зато тут так тепленько, так уютно вообще. Мы давно хотели остановиться в таком аутентичном месте. Каминчик есть. Что тут у нас? Туалет. А я снимаю как раз. Капец там ливень. Гром и молния. Я сейчас вторую ходку пойду делать. Ага. Так, Юрочка, держи телефон, сними, пожалуйста, второй этаж, потому что мы оба не поднимемся.
Ребята, я не знаю, если видно в камере, но к нам пришла лиса. Юра, чтобы она не зашла внутрь. Ладно? Такая красивая. Овощная тарелка и бутерброды, и вино. Мы проснулись. У нас такой красивый осенний вид. Дождичек. Будем продвигаться на наш 4-й последний день. Ребята, доброе утро! Привет! Сегодня у нас 4-й день нашего путешествия и, к сожалению, последний. Да, и он завершается дождиком и Да. завтраком, который нам принес владелец этого места. Он сказал, что это их местная кухня. Это какие-то вкусняшки. Их кушают вот с сыром. Сыр тоже местный, домашний. Джем. Смотри, это такое воздушное, хрустящее тесто. Оно не слишком сладкое. Да, очень приятная консистенция. Я думаю, как раз подойдет к сыру, к джему. Слушай, напоминает немножко израильские пончики, суфганьот. Вот, а я думаю, что оно мне напоминает. Я Ага. забыл, как они называются. Суфганьот, да? Чуть-чуть суфганьот напоминает, только не сладкие. У нас они сладкие, а они такие вот соленые немножечко. Они солено-сладкие, я даже бы сказал. Смотрите, коты тут сидят, ждут, пока мы им что-то дадим. Мы вчера покормили одного кота колбаской, и тут сбежалось еще 3. У нас утро началось опять с проливных дождей. Тебе нравится? Очень жалко, конечно, что туман закрывает все виды. Но мы обязательно сюда вернемся в сезон летом или поздней весной, я думаю. Да, 100% сюда надо вернуться. Столько еще красивых мест мы не успели увидеть за эти 4 дня. Сегодня мы едем в город Будва. Это наш последний полный день в поездке, потому что завтра в 5 утра мы уже выезжаем в аэропорт. Сначала мы заедем в наш 3-й отель и сделаем чек-ин, а потом пойдем гулять по городу. Посмотрим местный рынок, зайдем в старый город и поужинаем в ресторане, который посоветовал нам чат. Хочется успеть насладиться каждым моментом. Мы приехали в отель Infinity в Будве. По словам чата, это довольно новый отель, и он оказался прав. Лобби современное, красивое и очень уютное. Отель находится недалеко от центра и есть удобная парковка. На ресепшене нам сказали, что отель почти пустой, и поэтому они нам сделали бесплатный апгрейд номера и разрешили поздний чекаут. Ну что, пойдем посмотрим наш обновленный номер? Так, тут вот в шкафу есть кофе, чай. Все очень чистое. Очень чистое. Сейф. Куча места для одежды. Мебель очень качественная. Тут у нас ванная комната. Даже вон одноразовые стаканы есть, полотенчики, новый фен. Привет. Очень просторно. Опять я. Hello. Юра, уйди с кадра.
Любимый мой. Короче, огромная, просторная кровать, зал. Мне так понравился этот торшер. У нас классный балкон, огромный. И вид, ребята, вид. Просто шикарнейший вид на Будву. Вид на море. Нет слов. Спасибо большое этому отелю. Спасибо ребятам, реально. Просто так сделали нам приятное. И мне так жаль, что нам надо рано выезжать. Мы даже не успеем завтрак попробовать, потому что нам в 6 утра надо уже выехать. А завтрак у них только с 7:30. Поэтому не смогу высказать свое мнение насчет завтрака. Но в целом вообще и на ресепшене, обслуживание, и парковка шикарная. Просто все для полного удобства, вот реально. Вышли разведать территории, что здесь есть. Планируем сейчас найти рынок, местный рынок, погулять там. Ну и заодно, может быть, пройти в старый город. Ребята, мы приехали на местный рынок. Будем смотреть сейчас, что местные люди покупают, какие у них есть интересные продукты. И все вам покажем. Да, сейчас подключаю инсту, чтобы можно было передать вам полностью весь масштаб, весь объем рынка и что там есть. Как классно, сколько красоты. Какие огромные сушеные грибы. Офигеть. Есть в упаковках. Вот так. Они такие легкие. Да. А это веники для бани, наверное. Я не знаю. Да, посмотри. Такой запах тут смешанный, всего всяких сладостей, фруктов, овощей, солений. Класс. Хочется все купить. А что это? Водка. Да, с груши, да? А, это как местный сироп такой или что? Самогон. А, самогон. Сыры. Сколько вкусняшек. Морепродукты. Какие красивые. Какая симпатичная рыбка. Ага. Вау, я первый раз такое вижу. Офигеть. Колбаски. Спасибо, я не хочу. Смотри, мячик. Снимай. Да уж. Выбор, конечно, большой. Такое свежее, огурчики такие красивые. Как она ароматно пахнет. Зашли в местное место, зашли попробовать местный хот-дог. Стоит всего 6 евро, я не очень голоден, ярко сейчас. За тот же хот-дог, но максимум я у нее укушу. Прости, горчицу добавили? Мастер. Да, Ну как тебе? я картошку ем пока. Дай мне. Картошка вкусная. Нормально? Дай вкусить. Не горячая? Дышат. Будва – один из самых старых городов Адриатики. Ей примерно 2500 лет. Старый город здесь как маленькая крепость. Узкие улочки, каменные дома и стены, которые когда-то защищали город. В
1979 году в Черногории было сильное землетрясение. Старый город и крепостные стены сильно пострадали. Их реставрировали 8 лет. И сегодня, гуляя по городу, никаких следов разрушений не видно. Мы хотели пройти к знаменитой статуе балерины, но проход был закрыт, так что пришлось посмотреть на нее только издалека. Летом Будва очень шумная и туристическая, а сейчас почти пустая. Чувствуется, что ноябрь совсем не сезон для Будвы. Сегодня мы хотим пойти в местный ресторан на набережной, который посоветовал чат. Все-таки в последний день хочется попробовать что-то по-настоящему черногорское. Только вот до сих пор сложно понять, что именно считается их кухней. Морепродукты или все-таки мясо? Я заказала какое-то национальное блюдо, это какая-то котлета. Плесковица. А Юрчик заказал осьминог на гриле. A few moments later. Юрочка, ты уже пьяный? Ну, слегка хмельной. Но мы уже дали бутылку просека на двоих. Учитывая, что мы еще уставшие, но зато покушали хорошо. Мяско, осьминога, восьминога. Как нас учила Аня. Мы скушали целого восьминога. А я скушала хот-дог. Потом после хот-дога еще картошки фри. И здесь еще этого огромного стейка с овощами гриль. У меня же язык заплетается. Мне тоже вставила это просека. Но ресторан очень классный. Очень спасибо чату GPT за рекомендацию. Нам принесли счет 71 евро за все, что мы нажрали. Так что сейчас будем платить. Черногория – удивительная страна. Сюда мы точно вернемся, чтобы увидеть север. 4 дня полны впечатлений, вкусной еды и добрых людей. Все места оставлю в описании. А этот тур на двоих обошелся нам в 2500 евро, включая все. Надеемся, что вам понравился наш влог. Ставьте лайк и до следующего путешествия.